Горный воздух в ту ночь был насквозь пропитан холодом и запахом прелой хвои. Старая охотничья избушка, затерянная где-то в складках саянских хребтов, казалась единственным островком тепла в этом бескрайнем океане дикой природы. Но к 4 часам утра тепло сменилось ледяным оцепенением. Когда Андрей, стараясь не выдать своего волнения даже скрипом половицы, осторожно раздвинул тяжелые пыльные занавески, его сердце едва не остановилось. Мир по ту сторону тонкого стекла сузился до размеров одной чудовищной реальности. Прямо перед ним, отделенная лишь хрупкой прозрачной преградой, находилась массивная голова бурого медведя. Зверь буквально прижался носом к окну. На стекле, словно в замедленной съемке, расплывались густые пятна пара, оставляя мутные тяжелые следы от каждого выдоха. Андрей замер, чувствуя, как по спине стекает холодная капля пота. Он видел каждую ворсинку на влажной морде, чувствовал первобытную мощь, исходящую от этого существа. Его маленькие, на удивление умные глаза не выражали ярости. В них не было той дикой жажды крови, которой обычно пугают туристов. В них читалась странная, почти человеческая сосредоточенность. Эта неподвижность пугала больше, чем рык. Она заставляла 4 друзей, Андрея, Марину, Игоря и маленькую Лену, замереть в оцепенении. Они боялись даже вдохнуть полной грудью, пока зверь методично, сантиметр за сантиметром, изучал внутреннее пространство их временного убежища. Прошло 3 томительных часа. Время в избушке превратилось в вязкий кисель. Медведь не сделал ни единой попытки уйти, но и не пытался разбить окно или выломать дверь. Он превратился в живой и абсолютно непроницаемый заслон, надежно блокирующий единственный выход из дома. «Андрей, он ведь даже не смотрит на тушенку, которую мы оставили на столе», — шепотом произнесла Марина. Ее голос дрожал, а пальцы судорожно сжимали тяжелый походный котелок, единственное оружие, которое оказалось под рукой. Хотя обычно они заверстучают еду и начинают разносить все вокруг. Мы же оставили вскрытую банку прямо у окна. Он ее игнорирует. Почему? Андрей не отрывал глаз от зверя. Его поразило то же самое. Хищник, способный учуять запах пищи за километры, сейчас вел себя вопреки всем законам природы. «Тише», — медленно ответил Андрей, чей голос вибрировал от осознания чего-то пугающего. Он ведет себя так, будто охраняет нас или чего-то ждет. Посмотрите на его зрачки. Его взгляд направлен не на нас. Он смотрит сквозь нас, вглубь комнаты. В этот момент тишина в доме стала звенящей. Туристы, привыкшие доверять своим чувствам, вдруг ощутили, как по загривку пробежал мороз. Медведь действительно не интересовался людьми у окна. Его внимание было приковано к темному проему кладовой, расположенной прямо у них за спинами. Это было небольшое помещение без окон, где хранились старые рыболовные сети, пустые ящики и прочий хлам, оставленный прежними хозяевами. «Ты думаешь, там кто-то есть?» — едва слышно спросил Игорь, медленно оборачиваясь к тенистому углу. «Но мы же проверяли все здание перед тем, как лечь спать. Засов на задней двери был плотно закрыт, я сам проверял его дважды». Игорь начал медленно разворачиваться, стараясь не делать резких движений. В ту же секунду из глубины кладовой, куда не проникал даже слабый утренний свет, донесся едва уловимый сухой хруст половицы. Это был звук
который невозможно спутать с осадкой дома или ветром. Кто-то перенес вес тела с одной ноги на другую. В ту же секунду из темноты кладовой показался силуэт человека. Его присутствие в этой глуши, в сотнях километров от жилья, невозможно было объяснить никакой логикой, если не знать последних новостей. В голове Андрея всплыли обрывки сводок, которые они слышали по радио в машине. Из колонии поселения в паре районов отсюда сбежал опасный преступник, осужденный за серию жестоких нападений. Незнакомец выглядел изможденным и крайне загнанным. В его руках был зажат ржавый, но все еще острый охотничий нож. Одежда превратилась в лохмотья, а взгляд, полный отчаяния и безумия, лихорадочно метался между застывшими туристами и огромной медвежьей мордой за окном. Стало ясно, он пробрался в хижину еще ночью, вероятно, через маленькое чердачное окно или люк, о котором городские туристы даже не подозревали. Он ждал момента, когда все уснут, чтобы расправиться с ними и забрать припасы и машину. Но лес распорядился иначе. Как только человек в комнате сделал шаг вперед, медведь за окном изменился. Он не бросился на стекло, но издал низкий вибрирующий рык, от которого завибрировали старые рамы. Это был предупреждающий сигнал. Медведь, обладавший невероятным чутьем, осознал присутствие чужака гораздо раньше самих туристов. Вопреки своей дикой натуре, зверь стал единственной преградой, не позволявшей преступнику напасть. Хищник за окном видел в человеке с ножом угрозу, не для себя, а для равновесия этого места. Медведь буквально запер зло внутри, не давая ему ни выйти наружу, ни приблизиться к людям. «Не двигайся», — прошептал Андрей, обращаясь не то к друзьям, не то к незнакомцу. Преступник тяжело дышал. Было видно, что он боится медведя до смерти. Каждый раз, когда нож в его руке поднимался чуть выше, медведь за окном обнажал клыки, и этот беззвучный оскал был страшнее любого крика. Андрей понял, что это странное противостояние между лесом, преступником и ими не может длиться вечно. Он медленно, буквально по миллиметру, начал тянуть руку к боковому карману своего рюкзака, где лежала портативная рация. Им повезло, они были на возвышенности, и сигнал мог дотянуться до ближайшего ретранслятора спасателей или патруля. «Мы просто вызовем помощь», — тихо сказал Андрей, глядя в глаза преступнику. «Если ты бросишь нож, ты останешься жив. Медведь не уйдет, пока ты здесь. Он тебя не выпустит». Человек с ножом посмотрел на окно. Огромный бурый страж продолжал давить своим присутствием, его дыхание снова затуманило стекло. Преступник понял. Выйти через дверь значит попасть в лапы зверя. Остаться значит сдаться полиции. Но страх перед первобытной силой леса оказался сильнее воровского азарта. Нож со звоном упал на дощатый пол. Прошло еще около 40 минут, прежде чем в утреннем небе послышался нарастающий гул. Шум вертолета спасателей разорвал тишину гор. Когда винты начали приминать траву на поляне перед домом, и яркие лучи прожекторов полоснули по стенам избушки, медведь в последний раз посмотрел на Андрея. В этом взгляде уже не было сосредоточенности. Зверь медленно отстранился от окна. Он не убежал в панике от шума техники. Он отступил с достоинством существа, которое выполнило свою миссию. Когда спецназ ворвался в дом и скрутил изможденного беглеца, Андрей вышел на крыльцо. Первые лучи солнца, наконец, полностью заполнили комнату,
вытесняя ночные кошмары. На влажной земле под окном остались глубокие отпечатки мощных лап, а сам огромный бурый страж уже бесшумно скрылся в густой тени вековых кедров, растворившись в зелени, как будто его и не было. Природа защитила их, почувствовав, где скрывается настоящий зверь. Друзья, если вам понравилась эта история о необычном спасении, не забудьте поставить лайк. Ваша поддержка помогает нам создавать новые сюжеты. Подписывайтесь на канал. Наши истории выходят каждый день, и впереди вас ждет еще много захватывающих тайн.